снимайте крышку расширительного бачка до полного остывания двигателя, до температуры порядка 20 градусов Цельсия. Уровень охлаждающей жидкости в норме, если верхний конец красного стержня поплавкового механизма находится на высоте верхней кромки горловины. Допустимо, чтобы конец поплавка выступал над кромкой не более чем на 2 см. И касательно уровня охлаждающей жидкости. Здесь у нас панель, на которой есть два индикатора: минимальный уровень и максимальный уровень. Так выглядит максимальный уровень, так выглядит средний уровень, так выглядит минимальный уровень, так выглядит нормальный рабочий уровень при холодном двигателе. Уровень охлаждающей жидкости я проверяю утром до момента первого запуска двигателя, так же как и уровень масла. Сейчас у меня автомобиль холодный, и давайте посмотрим, какой уровень охлаждающей жидкости у меня сейчас. Откручиваем крышку. И уровень охлаждающей жидкости у меня минимальный. Охлаждающую жидкость я использую от Матюль сине-зеленого цвета. И заливаем охлаждающую жидкость. Так выглядит максимальный уровень охлаждающей жидкости. Второй круглый индикатор должен быть на уровне заливной горловины. Так выглядит максимально допустимый уровень. От минимальной отметки до максимальной я залил ровно 500 мл. Концентрат данной охлаждающей жидкости я развожу в пропорции 50% дистиллированной водой. В данном соотношении охлаждающая жидкость хорошо себя показывает в диапазоне температур от минус 41 градуса Цельсия до плюс 136 градусов Цельсия. Крышку я покупал оригинальную. Номер этой крышки я оставлю в описании под этим видео. И закручиваем крышку. Отжимаем. Достаточно. Если у нас в бачке минимальный уровень охлаждающей жидкости, то второй круглый индикатор на щупе находится у нас ниже заливной горловины. Если у нас в бачке максимальный уровень охлаждающей жидкости, второй круглый индикатор на щупе находится выше заливной горловины. Далее запускаем машину, прогреваем до рабочей температуры, затем даем остыть двигателю до 20 градусов Цельсия и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости в норме, если верхний конец красного стержня поплавка механизма находится на высоте верхней кромки горловины. Допустимо, чтобы конец поплавка выступал над кромкой не более чем на 2 см. И закручиваем крышку. Крышку сильно зажимать нельзя, чувствительно ее поджимаем. Ссылку на видео о том, как прокачать систему охлаждения самостоятельно, оставлю вверху во всплывающем окне и под видео в описании. Переходите по ссылочке, смотрите видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на канале.